Друзья, всем привет! Несколько дней назад у меня на пустом месте поднялась температура и не снижалась до вчерашнего вечера, пока я не вызвал скорую. Спустя несколько часов анализа, снимки и прочего оказалось, что у меня вирусная пневмония или, простыми словами, воспаление легких. Вот так, кстати, выглядят анализы. Повышенные лейкоциты, лимфоциты. Не все так печально, ибо это практически начальная стадия развития воспаления. Но совсем недавно у человечка из моего города была такая же ситуация, но он предпочел лечиться дома. В итоге летальный исход. Я вообще к чему веду? Если у вас поднялась температура и держится на протяжении нескольких дней, это повод обратиться в больничку, ибо при самостоятельном лечении это может закончиться слишком фатально. Берегите себя. А сегодня, раз уж пошел разговор о болезнях, то, пожалуй, расскажу вам несколько историй со своей жизни, связанных с больничкой, и о последствиях, связанных с пребыванием там. В детстве болел я не очень часто, но однажды случилась очень печальная ситуация, которая чуть не лишила меня жизни. Решил я, значит, в школе из-под крана водички попить. Денег на лимонад или чай со столовки в тот день у меня не было, потому пришлось пить из-под крана. Вот только все в школе знали, что пить там водичку было небезопасно, но тем не менее система водоснабжения в школе была одна, потому на этой же воде готовили и пищу в столовой, и точно такая же вода была и в других источниках. Знатно отпив водички из святого источника, я просидел еще 2 урока в школе. Кстати, было это в 4 классе. И по окончанию учебного дня я отправился домой. Вот только уже по приходу я начал чувствовать слабость и сильную ломоту. Батя работал на улице во дворе, а я тихонько лег в кровать, пытаясь согреться, ибо не понимал, почему меня так сильно трясет. Спустя несколько часов батя, зайдя в дом, увидел, что я не совсем хорошо себя чувствую, и начал мерить мне температуру. И посмотрев на термометр, я увидел, насколько он сильно охуел. Он побежал за другим термометром, но тот показал температуру еще выше. Возможно, это кажется невероятным, но температура тела у меня в тот день была 42 градуса. Отец взял меня на плечо, обмотал меня покрывалом и побежал в больничку, которая, благо, находилась от нас в полукилометре. Те же показания термометра были и у врачей, потому, чтобы хоть как-то спасти ситуацию, мне начали делать уколы, чтобы хотя бы немного снизить температуру. Далее интенсивный курс лечения, и, как потом выяснилось, это было отравление школьной водой. Я уже даже не вспомню, как решали вопрос с директором и его халатным отношением касательно качества воды и безопасности всей школы, на минуточку. Но если я не ошибаюсь, после этого случая ситуация нихуя не изменилась. Потому будьте бдительны и не пейте водичку с непроверенных источников. А вторая ситуация не имеет ничего общего с первой, да и вообще несет более развлекательный характер. Было мне лет 12 и попал я в больничку с воспалением, но было там пиздец как скучно, учитывая то, что одним и единственным видом развлечения, и то по вечерам, был только телевизор, возле которого собирались старики и смотрели какую-то дичь по типу сопливого сериала. Но недолго мне пришлось страдать от скуки, ведь уже спустя 2 дня ко мне в палату подселяют пацанчика, который старше меня на лет 5. И тут начинается полнейший пиздец. Я не буду всего рассказывать, ибо срака моралфагов при просмотре этого ролика будет гореть как падающий метеорит. Но как ни крути, а больничка — это не место для издевательства над стариками. Но мы, а точнее я, был молод и в голове гулял ветер. Потому сори. И как-то вечерком, сидя у окна, мы с пацанчиком планировали, чем же заняться нам на следующий день, ибо от скуки в палате просто двинуться мозгами можно. И тут мне этот парень говорит: прикинь, я лежал в прошлом году в этой же больничке, и мы с пацанчиком ходили вечером подсматривать в морг, как там трупы разрезают, кишки вынимают. Не хочешь поглазеть? Правда, может, там уже окно закрасили, но проверить стоит. Блять, конечно, стоит. И тут мы разрабатываем план. Выйти из медблока вечером можно, но если дверь закроют, то нужна будет помощь кого-то изнутри, чтобы открыть замок. Короче, он высматривал меня из окна, пока я ходил на разведку. И ты знаешь, в тот день я не планировал ни за кем там подсматривать, но, видать, судьба распорядилась иначе. Подойдя к старому моргу, который находился от нашего медблока в метрах 150, я увидел то самое окно, на котором облезла краска. Именно через эту щель и можно было посмотреть за работой персонала морга. Но кто же знал, что именно в тот вечер привезут туда тело? Через эту щель можно было рассмотреть практически всю первую комнату морга. На одну комнату около 40 квадратов было всего 2 стола, мойка со шлангами и тумбочка на колесах с инструментом. В комнате было всего 2 работника, одна из которых
бабулька лет 60 и такой же пожилой мужичок. И то чувство, когда тебе 12, а ты смотришь, как на разделочном столе крутят и моют обездвиженное бесцветное тело. Ох, блять. В тот день я непоправимо нарушил свою психику, а по возвращению в медблок меня стремал каждый, сука, шорох. Вам просто не передать, насколько мне было страшно в тот момент. Я подбежал к окну, где ждал меня мой же сосед по палате, и договорились, чтобы он открыл мне дверь нашего блока. По возвращению я до конца пребывания в больничке спал со включенным светом, и тот самый тип орал с меня, сука, в голосину со словами: «Ну что, насмотрелся?» Мой тебе совет: не подглядывай в окно морга, если тебе 12. Непоправимое нарушение психического состояния будет обеспечено. Проверено личным опытом. 10 тысяч лайков, я расскажу о больничке после аварии на автомобиле. А если же нет, то пусть эта мрачная тема никогда не всплывает на моем канале. Всех благ вам, друзья, и до скорого. Короче, это пиздец. Приехал, слышь. Уже, блядь, сижу тут час. Температура 40. И чё-то нихуя не происходит. Они себе там втыкают, понял? Сука. У нас так же, как и у вас, наверное. Медицина, блядь, на уровне каменного периода, сука.